Привет, люди! Сейчас я вам расскажу довольно интересную позицию с моей точки зрения. Итак, вся так называемая канадская свобода я называю колония свободы. Иными словами можно передать так. Мы хотим, чтобы вернулось те же прежние правила, которые были 3 года назад. 3 года назад. Мы не против, что вы будете делать нам вакцинацию, но мы хотим, чтобы это было не принудительно. Ну, вам не кажется ли это странным? Когда люди через 3 года просят то, что должно быть до того, как это должно произойти. Вам не кажется ли это странным, когда люди объединились, якобы объединились, только через 3 года? Но при этом забывают о том, что произошел немного интересный коллапс. А я тут наведу интересные цифры, которые нашел в интернете. Итак, с помощью этой колонны действительно освободилось 24 места в этом мире. Спасибо, ребята. Вы молодцы. 24 человека просто не могли воспользоваться скорой помощью. Ну и плюс дополнительно то, что многие люди не могли вернуться домой. Плюс тому, что был психологическое давление со стороны дальнобойщиков ихним гудком. Они раздражали людей, которые живут рядом, возле дороги. Скажите мне, ради чего? Ради того, чтобы показать, что вот мы объединились. А кто зачинщик всего этого? Кто-нибудь задавал вопрос, кто это сделал? Кто сказал: ребята, давайте объединимся, мы сейчас поедем, выскажем, что мы против того. Против чего? Против того, что уже произошло в течение 3 лет, начиная с марта 2019 года и по сегодняшний день уже будет 3 года. И вы только сейчас очухались и говорите о том, что мы люди, мы не животные, мы люди. Нам не нужны ваши зеленые паспорта, мы люди. А где вы были до этого, дорогие мои канадцы? Где вы были, когда все это началось? Вы ведете себя не как хищники. Вы ведете себя как, мягко сказать, травоядные. Ибо хищник, он не требует, он берет. Он берет то, что ему хочется. Отличие травоядных от хищников людей – это то, что они берут то, что им надо. Они не спрашивают государства. Если надо, они нарушат правила. Ну, в законном мере. Просто так, красиво обойти это все. Не надо лезть на рожон на сильного быка, когда нужно держаться в засаде, чтобы потом напасть. И всегда нужно это помнить. Если государство сильнее тебя, не надо подвергать свое здоровье ради мифологической свободы. А канадцы, которые отправили на тот свет, СМИ никогда не скажут. И благодаря вам, ну, я не хочу обижать так свободных, но мне просто интересно, чем вы вообще думали, когда это все затевали? Только сейчас. Не в 19 году, когда это все началось. Не в 20-м, не в 21-м, а только сейчас. Вспомнили, что мы являемся людьми. Вам, ну, самим это не смешно наблюдать это? Если бы каждый взглянул бы моими глазами и понимал бы моими мозгами, всего бы этого не происходило. Я в начале 19 года говорил маме о том, что когда выпустятся так называемые уколы, не надо идти, никуда не надо бежать. И не пытайся никого убеждать. Пускай сами люди решают. И я долгое время ждал, когда это все свершится. И очень классно было. Мне это понравилось. Мне это реально классно понравилось. Когда люди, видя эту всю ситуацию, продолжают и продолжают делать. Ну, видать, их не такая судьба. А насчет канадцев, ну, я не знаю. Свобода была тогда, когда вы ни за что не переживали. А сейчас у вас ее нету. И так называемая вот эта колония свободы,
По-другому ее не назовешь. Ну, просто вы сами себя загнали. Посмотрите моими глазами. Не нужно потом злиться за то, что я сказал вам правду. Если вы были хотя бы, ну, на чуточку, хотя бы немного критически мыслили, все было бы совсем по-другому. Всего бы этого не было. Вы люди, вы не звери. Вы должны требовать. Вы не должны были просить, вы должны были требовать. А после того, как поезд ушел, вы начали требовать. Кто зачинщик всего этого, я не знаю. Но то, что я нашел в интернете, то, что, ну, скажем так, в закрытом доступе, довольно было интересно видеть. Как вы отправили 24 человека. И об этом никто вам не скажет. Благодаря вам. Благодаря вам, канадцы. Молодцы. Вы освободили реально 24 человека. И создали проблему в экономике на 25 миллионов. Молодцы. Я вас поздравляю. На этом все.